За все время на пассиве YouTube мне принес $605, и это учитывая, что 60% моей аудитории из России. А что бы если я снимал видео на англоязычную аудиторию? Да, в этом случае я бы заработал гораздо больше, ведь за показы рекламы на англоязычных видео платят внушительные суммы. И я считаю, что сейчас самое время начать зарабатывать на YouTube. Неважно, какого типа контент вы будете публиковать. Самое важное — это последовательность публикаций видео, который приведет вас к хорошим результатам. Сегодня я вам продемонстрирую, как создавать видео для YouTube, используя искусственный интеллект. И это не какие-то шалтай-болтай видео, которые вам демонстрируют авторы YouTube каналов для того, чтобы на этом себе набрать просмотры. Моя цель — помочь большому количеству людей начать что-то делать. Я вам дам очень интересную идею, основываясь на которую вы можете найти свою нишу. Дам инструменты и покажу, как монтировать. Создавать буду вертикальные видео, но данный принцип работает также для видеороликов длительностью больше 1 минуты. Для работы данной схемой я буду использовать Anti-Detect браузер Dolphin. Не спрашивайте, почему это нужно, потому что мы будем пользоваться сервисом, который будет нам создавать видео, и у этого сервиса есть определенные ограничения, поэтому нам с вами нужно будет использовать Anti-Detect браузер. Связкой с прокси он дает нам новое устройство в интернете. Можете в YouTube посмотреть, можете в Google бить в поиске, что такое Anti-Detect браузер, что такое прокси, для того, чтобы получить нужную информацию. На моем канале информации по данной теме достаточно много. Если вы хотите, просто посмотрите видеоролики про Pinterest, и там все это дело используется. Здесь я буду создавать профиль, и этот профиль дает мне новые устройства. Называю данный профиль YouTube. Далее мне нужно будет сюда добавить прокси. Прокси у меня формата HTTP, поэтому я сюда добавляю свои прокси. Далее я их проверяю на работоспособность. Как мы видим, прокси у меня США. Далее я генерирую новый отпечаток и создаю данный профиль. Теперь, если я нажму на данную кнопку «Старт», у меня откроется новый браузер. Этот данный браузер позволяет мне работать в интернете как новый пользователь. Мы можем просто перейти на сайт Queernet и убедиться, что мы сейчас находимся якобы в США. То есть тем самым мы будем обманывать сервис, которым мы будем пользоваться для того, чтобы в дальнейшем мы могли генерировать большое количество видеороликов и публиковать, соответственно, данный контент в YouTube. Теперь мы с вами можем перейти в сервис, в котором будем генерировать видеоролики. Сервис называется InVideo. Мы с вами просто пишем в поиске InVideo AI. Далее нажимаем Enter, и здесь очень важно перейти сразу же в AI Video Generator. То есть открываем AI Video Generator, и у нас появляется сервис, в котором нужно будет зарегистрироваться. Данный сервис многофункциональный, у него есть определенные ограничения, вы это впоследствии увидите. Здесь мы с вами можем перейти сразу же в прайсинг и посмотреть, какие же здесь есть ограничения. Мы будем с вами пользоваться бесплатным тарифным планом, и данный тарифный план позволяет нам генерировать 10-минутный видеоролик. То есть, если мы будем генерировать видеоролик в формате Shorts, то в этом случае мы сможем сгенерировать 10 шортсов. Но если, к примеру, мы захотим сгенерировать видеоролик больше, чем 1 минута, то в этом случае данный один аккаунт нам даст возможность создать всего лишь одно видео. Для этого я вначале создавал именно прокси связки с Anti-Detect браузером для того, чтобы в дальнейшем еще повторять эти шаги для того, чтобы создавать больше видеороликов. Итак, здесь мы нажимаем на Sign Up для того, чтобы зарегистрироваться. Если у вас есть почтовый ящик и вы можете покупать почтовые ящики для того, чтобы упростить свой процесс, вы можете использовать эти почтовые ящики. Я же буду пользоваться одноразовыми почтовыми ящиками. Некоторые пропускают данный сервис, некоторые не пропускает. Попробуем один из них. Копируем мы с вами почтовый ящик, который получили, добавляем сюда и нажимаем создать аккаунт. Если данный почтовый ящик пройдет процесс регистрации, то мы с вами получаем такое уведомление, и нам нужно обязательно перейти в наш ящик, который мы тестово получили, и здесь взять данный код активации и добавить сюда. Нажимаем создать аккаунт. Далее аккаунт у нас создается, и здесь нам нужно будет просто пройти простой опрос. И теперь у нас открывается рабочий интерфейс данного сервиса. Здесь все очень просто. Мы видим здесь боковое меню, где мы можем перейти в главную страницу, либо можем открыть Media Library, то есть сюда мы можем загружать какие-либо нарезки видеороликов, допустим, скачанные с бесплатных видеостоков, для того, чтобы редактировать видео. Да, здесь тоже есть возможность
возможность редактирования видео, вы это впоследствии увидите. Также здесь у нас есть наш, получается, профиль. Мы можем перейти в профиль, посмотреть наш тарифный план. Здесь мы можем посмотреть, какое количество минут мы использовали. Здесь мы можем перейти в настройки, но это все нас не интересует, потому что это у нас одноразовый аккаунт. Для того, чтобы создать пару роликов и забыть про этот аккаунт, далее мы просто создаем другой аккаунт, используя тот механизм, который я вам демонстрирую с начала до конца. Здесь самое важное, для того, чтобы создать видеоролик, нужно для начала определиться с тематикой, какое видео вы будете создавать. Так как видео мы будем создавать на англоязычную аудиторию, соответственно, для англоязычного ютуба, как в ютубе все трещат о американском ютубе, нету такого понятия американский ютуб. Есть ютуб, в котором вы можете загрузить англоязычные видеоролики, и он будет просто демонстрироваться на англоязычную аудиторию, в которой реклама достаточно дорогая, нежели чем реклама, которая показывается аудитории СНГ. И после того, как вы определитесь с тематикой, вы приступаете к генерации вашего видео. Здесь мы с вами нажимаем на Select Workflow, и здесь мы можем создать либо сразу же YouTube Shorts, либо мы с вами можем создать YouTube Explainer, то есть здесь можно создавать прям полноценный видеоролик для YouTube, что очень круто. Либо же мы можем добавить скрипт, по которому данный сервис создаст видео. Я пробовал добавлять текст, и этот текст он озвучивал тем голосом, который здесь есть. Я же буду использовать YouTube Shorts, и здесь мне просто нужно будет добавить, о чем будет Shorts. То есть дать промпт данному сервису, который мне сгенерирует на основе данного промпта видеоролик. И я буду генерировать видеоролики на тему истории каких-то компаний. К примеру, история создания KFC, история создания Макдональдса, история создания Oriflame, Coca-Cola и так далее. Идей достаточно в этой нише много. Можно, к примеру, создавать видеоролики на тему страшной истории. Можно, к примеру, создавать видеоролики на основе каких-то фактов. Можно создавать там контент на основе каких-то продуктов, похудения, влияния каких-то продуктов, допустим, на организм человека. Идей достаточно много, я вам рекомендую просто зайти в YouTube, посмотреть, что снимают люди на англоязычном YouTube. То есть вы просто создаете антидетект браузер, вы добавляете американский прокси, то есть прокси США, создаете там новый Gmail аккаунт, авторизуетесь с этого Gmail аккаунта в YouTube, и у вас уже будет полноценная информация о трендах в США. То есть именно то, к чему мы стремимся. И там вы просто можете вбить ваш поисковый запрос, посмотреть, что показывается аудитории США. И далее просто извлекайте ту тему, которая вам интересна, и уже здесь генерируете видеоролик. Давайте я сейчас пропишу промпт и добавлю этот промпт сюда. Я в своем случае сгенерировал такой промпт. Вы можете поставить видео на паузу и прочитать, что я здесь написал. То есть своими словами, используя переводчик, я прописал идею, которую хочу осуществить в видеоформат, и соответственно копирую на английском языке, потому что данный сервис работает на английском языке, вставляю сюда, выбираю здесь voice, то есть выбираю voice чисто американский, выбираю, что будет озвучивать мужчина. Далее, если нужны субтитры, можно добавить, но они нам попросту не нужны будут. И далее я нажимаю продолжить. Теперь у меня есть такой промпт, который позволит мне сгенерировать видео. Я просто нажимаю Generate Video, и пойдет сейчас процесс создания моего видеоролика, что достаточно увлекательный процесс. Вам просто остается ждать, что здесь будет происходить. Далее, после того, как пройдет процесс генерации и анализа того, что мы вбили в промпте, мы с вами должны выбрать нашу аудиторию. То есть, кто наша аудитория? Те, кто любит фастфуды. Здесь это слово я не понимаю, то есть можете просто переводчики перевести. Я оставлю по мануалу, потому что он больше меня будет понимать то, что он сгенерировал. И далее я здесь нажимаю на продолжить. И все, теперь начинается процесс генерации видеороликов. Что делает данный сервис? Он заранее прописывает текст. Этот текст он озвучивает, и на данную озвучку он налаживает видеоряд, используя стоковые изображения. Но он использует стоковые изображения из одного сервиса, который мы с вами увидим. Там будет watermark данного сервиса. То, что он генерирует, это очень круто звучит. Даже само звучание, которое он генерирует. Поэтому нам достаточно будет взять этот видеоролик, перейти уже в монтаж
монтажную программу, допустим, CapCut или же какую-нибудь другую программу. Далее мы там извлекаем аудиодорожку и добавляем свою видеодорожку. Я вам продемонстрирую, как это можно сделать достаточно просто для того, чтобы привлечь внимание аудитории. Итоговое видео я получил. Это просто очень интересный шортс получился, который можно послушать. Вот просто послушайте на озвучку и на скрипт, который он сгенерировал, то есть на сам текст, который он озвучивает, который он самостоятельно сгенерировал, и как он удерживает внимание аудитории. То есть я там в скрипте, в промпте прописал, чтобы он мне создал такое видео, которое будет удерживать внимание аудитории, то есть создать интерес у аудитории. И то, что вы будете писать, данный сервис будет понимать и будет вам выдавать как итоговое видео. То есть обязательно продумайте над том, что вы хотите, чтобы вам было интересно, допустим, узнать про KFC. То есть вы можете написать, и данный сервис будет вам генерировать. Давайте просто послушаем на озвучку. Imagine a humble man at the ripe age of 65 with a secret recipe and a dream. This is the tale of Harlan Sanders, the mastermind behind Kentucky Fried Chicken. Как это круто звучит. Я бы с удовольствием смотрел такие видеоролики, если бы они мне в ленте попадались. И теперь здесь у нас есть несколько вариантов. К примеру, мы с вами послушали, нам что-то не понравилось, и здесь мы можем добавить команду и изменить что-то в данном видео. К примеру, какая-то часть вам не нравится, и вы просто пишете, чтобы он вам ее заменил. Далее, здесь у нас еще появляется возможность отредактировать данное видео. Для этого мы с вами нажимаем на Edit, и у нас появляется возможность заменить стоковые изображения, которые здесь есть. Как мы видим, данное изображение премиум, то есть если мы скачаем, то в данном случае эти изображения будут с watermarkой. То есть именно таким образом данный искусственный интеллект зарабатывает деньги. К примеру, если вы хотите скачать видео без watermarки, в этом случае вам нужно сделать апгрейд тарифного плана. Но именно данный шаг мы с вами просто пропустим. И здесь редактирование нас особо не интересует. Мы с вами сразу же нажимаем на экспортировать, нажимаем на экспорт видео. Здесь у нас появляется возможность выбрать либо с ватермарками, либо без. Мы выбираем с ватермарками, потому что мы хотим бесплатно скачать. Далее мы с вами выбираем здесь Normal и качество 1080. В принципе, это никак не будет влиять на качество видео, потому что саму видеодорожку мы с вами в принципе использовать не будем. И здесь мы нажимаем на продолжить, далее идет процесс экспорта. То есть сейчас он нам также сгенерирует заголовок, далее он нам сгенерирует тайм-коды. К примеру, если вы будете генерировать видеоролик больше чем 1 минуты, то в этом случае тайм-коды вам понадобятся, вы можете их добавить в описании вашего видео, и это также дает еще буст к вашим видеороликам. И наш видеоролик готов уже к скачиванию. У меня процесс загрузки сам начался автоматически. Если у вас не пройдет данный процесс, вы просто можете здесь спуститься вниз и нажать на Download. И в этом случае видео у вас будет скачиваться. Теперь после того, как у нас готов проект, нам нужно будет заменить видеоряд. Но перед тем, как мы с вами будем приступать к монтажу нашего видео, нам нужно будет собрать наброски. То есть именно те картинки и видео, которые мы будем использовать взамен того видеоряда, который нам сгенерировал искусственный интеллект. Потому что тот видеоряд содержит watermark. И это будет не очень красиво с нашей стороны, если мы это все так оставим. Итак, для этого в поиск переходим, пишем KFC, можем, допустим, написать здание KFC и найти картинки. Также я вам продемонстрирую, как найти видеоролики достаточно давнего качества, потому что это будет немного выглядеть антуражно. Допустим, можем скачать данное изображение, можем скачать вот это вот изображение. То есть насколько больше изображений вы скачаете, настолько в процессе монтажа вам будет легко подобрать. То есть вам не нужно будет обратно там переходить, скачивать, что увеличит ваш процесс самого монтажа. Итак, у нас здесь есть картинка. Вот смотрите, обращайте внимание, чтобы на картинке, которую вы будете скачивать, не стояла пометка лицензии. Это очень важно. Если будет такая пометка, то в этом случае вы получите определенные жалобы. Я скачал пару картинок, и давайте теперь я вам продемонстрирую, как здесь найти видеоролики. Здесь мы с вами переходим в More, выбираем видео. Далее здесь у нас появляется возможность после полной загрузки открыть инструменты, чем мы будем с вами пользоваться. Пусть пройдет загрузка. Нажимаем на данные инструменты, выбираем временной промежуток. Здесь ставим Custom Range 1990 и здесь пишем, допустим, 2000
5. Нажимаем Go, и здесь у нас появляются видеоролики, допустим, вот в 2005 году, которые были опубликованы. Вот тоже в 2005 году опубликованы видеоролики, то есть вот 2001 год и так далее. И здесь мы можем найти старые видеоролики, допустим, мы можем выбрать источник. В источнике мы можем прописать, допустим, YouTube, и будут те видеоролики, которые находятся в YouTube. Вот, допустим, данное видео мы можем запросто скачать себе и тоже использовать в качестве наброски для нашего видео. Для того, чтобы скачать YouTube видео, это все достаточно просто. Добавляете ссылку на ваше видео, нажимаете скачать, и пойдет процесс закачки видеоролика. Выбираете качество, которое желаете. Как мы видим, у нас всего лишь одно качество. Нажимаем скачать видео, и здесь мы можем нажать на скачать, сохранить, и все. Теперь у нас видео готово. И в таком формате мы с вами собираем наброски, которые будем использовать в процессе монтажа. Ну, теперь мы с вами приступаем к самому интересному. Когда у нас все готово, мы можем теперь смонтировать наше видео и получить итоговый результат. Здесь мы переходим в импортировать, можем отметить все, что у нас здесь есть, и перетащить в наш рабочий интерфейс. Далее, самое основное видео, то есть оно должно быть у нас в самом низу, мы его добавляем сюда. Я пока что ничего не извлекаю, то есть я должен извлечь аудиодорожку и удалить видеодорожку. Но для того, чтобы понимать, что здесь происходит, да, потому что английский не особо знаю, я хочу, чтобы пока что это осталось, для того, чтобы сделать определенные наброски. Итак, далее что мы делаем? Мы то, что скачали, должны сюда теперь добавить. Давайте мы с вами добавим данное изображение, посмотрим на длительность изображения. Пусть у нас это изображение будет не 5 секунд, а 8 секунд. Далее, что я делаю? Я увеличиваю данное изображение, перетаскиваю на правую часть, вот где-то отсюда. И здесь я, начиная с начала, ставлю в правой части ключ. Далее я перетаскиваю, получается, в таймлайне здесь на 7, допустим, пусть будет секунд, или пусть будет 7, допустим, 10 секунд, 7,10, если быть точнее, и просто беру видео, перетягиваю направо. Ну, допустим, до сюда куда-нибудь, вот так вот, где будет виден, допустим, KFC, да, как оно расшифровывается. И сюда мне автоматически сразу же добавляется ключ. И что мы получаем в итоге? Мы с вами получаем вот такое вот гладкое движение. То есть давайте я аудио здесь отключу, чтобы для того, чтобы оно мне не сбивало. И вот в таком формате мы с вами получаем. Но мы видим то, что у нас вот как будто перетягивается как-то криво. Для этого мы с вами переходим и открываем здесь показать анимацию ключевого кадра. И появляется вот такое вот значение. И нажимаем на последний ключ, то есть он должен вот так вот загореться. И здесь у нас есть возможность, получается, выбрать, как у нас будет сам кадр выглядеть. Так, давайте выберем. То есть именно плавность движения, если быть точнее. Ну, пусть будет вот так. Далее мы с вами скрываем. Теперь мы с вами можем добавить какой-нибудь эффект. Эффект, допустим, что это выглядит немного старенько, потому что все-таки KFC это про то, что было создано там в какие-то года. Здесь мы с вами переходим в эффекты, и здесь мы можем найти те или иные эффекты, которые мы можем применить к нашему изображению, или же просто можем добавить поверх нашего видео. То есть тут уже как вы желаете, можете добавить. То есть есть определенные эффекты. Допустим, здесь есть засветка, и, к примеру, можем попробовать добавить вот этот вот эффект, посмотреть, что у нас получится в итоге, да? Ну, неплохо на самом деле, неплохо. Так, давайте мы с вами скорость уменьшим, и все. Можем еще что-нибудь добавить. Допустим, вот этот эффект удалить, добавить этот эффект. Но это не особо нормальный эффект. Так. Тоже такой себе. Здесь вот ретро есть. А, вот то, что нам нужно, как раз таки ретро. Вот. Вот, и это будет давать видео, ну, какой-то тон интересный, да, и вот здесь можете с эффектами поиграться, посмотреть, что будет больше всего подходить.
Вот такое можем добавить. Так, оно немного затемнеет. Вот это то, что нужно, отлично. Далее, что мы с вами делаем, мы в таком формате будем добавлять нашу дорожку, но сразу же я хочу добавить субтитры, чтобы все понимать, как будет у меня выглядеть. Для этого я перехожу в текст, перехожу в автоматически и выбираю русский язык. Далее нажимаю создать субтитры. Так, здесь аудиодорожку включаю и нажимаю добавить субтитры. После того, как добавляются субтитры, в некоторых местах я вижу, субтитры не добавились, очень интересно. Извините, я выбрал русский язык, мой косяк. Нужно было выбрать английский язык. Давайте мы с вами теперь переделаем. Так, и сейчас будут везде субтитры. Просто я до этого создавал видеоролики на русском языке для своего одного канала. Так, нажимаем создать субтитры, и все, у нас сейчас пойдет процесс. Видим, теперь у нас все субтитры здесь есть. Давайте голос выключаю, и вот здесь у нас субтитры появляются. Теперь мы должны этим субтитрам придать определенное появление, то есть анимацию. Здесь у нас есть анимация, то есть когда мы выбираем субтитры, появляется анимация. И здесь вы можете выбрать, допустим, вот такую вот анимацию появления субтитров, то есть вот, да, мы видим, они у нас появляются. Не обращайте субтитры, которые есть на видео, это уже другое, это мы будем удалять потом. Вот мы переходим в шаблоны, и в шаблонах есть крутые субтитры. Вот, допустим, здесь есть вот такой вот субтитр, который мы можем использовать. Вот, видите, да, как это красиво выглядит. Чуть-чуть вот так поднимаем, чуть-чуть вот так увеличиваем. И давайте мы с вами теперь посмотрим, что у нас появляется. Ага, отлично. Теперь мы с вами можем перейти в основной и здесь выбрать цвет. То есть, допустим, мы можем сделать вот такого вот цвета. Давайте увеличим, посмотрим, что у нас появляется здесь. Вот, отлично, все. Можем даже чуть-чуть еще увеличить, потому что у нас здесь так, вот так вот. И это все будет применяться автоматически ко всем субтитрам, которые здесь есть. Если вам, допустим, не нравится такое появление, да, субтитров, вы можете перейти в шаблоны и здесь выбрать то, что будет вам подходить. Далее переходите в основной, и здесь вы уже можете играться именно с настройками текста. То есть увеличение масштаба текста. Вы можете, допустим, здесь сделать тени, вот, допустим, затемнение, так, размытие. То есть вы с этим всем можете здесь играться. Итак, мне это устраивает, поэтому я продолжаю монтировать. Я перехожу здесь в текст. У меня здесь, допустим, заканчивается первая картинка. Далее я хочу, чтобы, допустим, когда у меня уже заканчивается движение, да, картинка у меня исчезала. Для этого я могу задать анимацию вывода. То есть, вот, допустим, могу сделать в таком формате, что это все дело у меня улетит в эту сторону, и у меня здесь что-то еще появится. Либо же я могу также увеличить дорожку и здесь добавить, к примеру, ключ исчезновения. То есть вот от определенного значения, давайте я здесь отключу. К примеру, я ставлю здесь вот с этой части ключ, перехожу в видео, здесь, так, у меня в основном расположение и размеры, я ставлю ключ. И, допустим, до сюда, да, у меня видео должно исчезнуть. Просто я беру, так, минутку, я беру видео, просто вот так вот куда-то убираю, допустим. И здесь ставлю ключ. Все, так, минутку, ключ не вставился, извиняюсь. Так, здесь, ну, допустим, вот так, и ставим ключ. Вот, теперь мы можем вот в таком формате быстренько, допустим, убирать. Но я предпочитаю это все так не делать, когда есть анимация выхода. Я просто беру, перехожу в анимацию и здесь использую что-то, что помогает мне это делать. Могу здесь увеличить скорость, допустим, там она быстро будет тогда в этом случае. Так, все. Давайте не 1 секунду, 2 секунды поставим. Теперь мы с вами добавляем вторую дорожку, то есть именно вторую картинку. Мы с вами можем добавить видео, которое мы с вами скачали, то есть я точнее скачал. И здесь есть определенный интересный фрагмент, который я хочу вырезать. Так, эта часть. YouTube за это не ругается, когда вы берете из источников, допустим, фрагменты, там 10 секунд. Далее мы с вами теперь вот эту полученную дорожку добавляем сюда. Здесь теперь у нас вот такой вот переход. Давайте мы с вами переход чуть позже добавим, увеличим, получается, видео. Давайте мы с вами его также сделаем, чтобы он
Пусть он у нас плавно уменьшается. Так, здесь добавим расположение и, допустим, здесь он у нас уже будет минимального масштаба. Мы переходим обратно в ключи. To the curve. To the curve. Далее нажимаем мы с вами скрыть. И в таком формате теперь у нас будет данное видео. Вот так вот у нас это будет. То есть человек кушает, да, KFC. Конечно, нет, это мне не нравится. Не увеличение пусть будет, да, а пусть будет именно вот такое вот значение, где он уже будет кушать. Поэтому мы с вами поставим такой же ключ, который был, ключ движения. До сюда вот. Субтитры мы можем с вами пока что заблокировать, чтобы мы их не могли трогать. Так, чтобы их не повредить. И вот так вот до сюда. Далее у этого, получается, видеоролика есть аудиодорожка. Для того, чтобы от ней избавиться, мы нажимаем одним щелчком правой кнопкой мышки и нажимаем «Извлечь звук». И далее этот звук просто удаляем. И все. Теперь у нас ничего нету. Так, далее у нас здесь появляется, получается, исчезновение. Это исчезновение нам нужно сделать более тогда долгим, вот так, чтобы это не быстро уходило. И здесь мы переходим в переходы, и в переходах нам также нужно что-то найти. А также мы можем переход, ну давайте анимацию мы отключим и просто сделаем такой-нибудь интересненький переход. Вот так вот. Так, вот так вот. Вот так, вот все, вот так вот. Нет, этот переход не очень. Вот этот попробуем. Нет, тоже не очень. Давайте этот проверим. Тоже не очень. Искажение, глич. Здесь есть масса переходов, которые можно использовать. Все зависит от вашей креативности. Во, достаточно крутой переход получился. И в таком формате мы с вами доводим монтаж до конца. Далее что мы с вами делаем? Допустим, мы с вами представим, что сейчас вся у меня аудиодорожка завершилась. Да, вот я все добавил, все картинки в таком формате с переходами. И далее я просто нажимаю нижнее самое основное изображение и отделение голоса делаю. То есть извлечь звук. Далее вот эту вот видеодорожку я просто удаляю. Теперь у меня получается видео, то есть итоговое видео, да, с моими добавленными картинками, с субтитрами и с аудиодорожкой. Imagine a humble man at the ripe age of 65 with a secret recipe and a dream. This is the tale of Harlan Sanders, the mastermind behind Kentucky Fried Chicken. Видите, как интересно это получается? Далее, после того, как вы добавляете все ваши картинки, видеонарезки, и уже у вас завершается процесс создания видео, вы просто экспортируете, придаете название и уже загружаете в YouTube. Все это показывать я не буду, как я буду это до конца монтировать, потому что это достаточно долгий процесс, и YouTube не любит такие видео, а также зрители не любят такие долгие видео. Мне главное, самое важное вам продемонстрировать, это как налаживать эффект, как делать переход, как работать с субтитрами, да, и, соответственно, как приводить в движение те или иные кадры. Если вы хотите посмотреть видеоролики про CapCut, есть их достаточно много в YouTube. Я также самостоятельно, смотря на видеоролики, научился монтировать в CapCut. Не знаю, как у меня это получается, нравится вам это или нет, но мне, допустим, это придает определенное удовольствие, и с каждым днем, когда я что-то монтирую, я увеличиваю свой навык в данном направлении. Итак, ребята, я думаю, данный видеоролик вам понравился, потому что именно в таком формате создают видеоролики, используя искусственный интеллект. Не то, что там показывают вам другие авторы YouTube роликов, там сделай картинку, сделай движение. Нет, ребята, это вы сами можете найти, то есть придумать идею, найти исходники, да, их использовать. Самое важное — это текст и озвучка текста. И тут очень интересный момент. Так как большое количество людей будет смотреть это видео, все будете использовать один и тот же голос. Здесь вам совет. Постарайтесь найти в интернете клонирование голоса. То есть speech-to-speech называется. В этом случае вы полученный голос можете преобразовать в любой другой. Просто находите какого-то диктора, который красиво тоже озвучивает такие интересные фрагменты. Клонируете, получается его голос. Полученный результат
вот этот вот 48 секунд голоса вы просто переводите в его озвучку. И, соответственно, у вас теперь уже 100% уникальный видеоролик, который смело можете загружать в YouTube и получать монетизацию. Здесь вы монетизацию можете получить 100% и гарантированную, без каких-либо подводных камней. Если вы считаете, что это видео было вам полезным, обязательно поставьте лайк этому видео. Не забудьте написать ваше мнение в комментариях, потому что я все читаю, всем стараюсь отвечать. Иногда бывает большое количество комментариев, из-за времени не хватает возможности ответить, но все равно стараюсь всем отвечать. Спасибо большое за внимание, было приятно вам вещать. С вами был Эльнур Аббасов, вы были на канале Media Buyer. До новых встреч!